Всем привет! Никакого импортозамещения не будет. Будет заменен один импорт на другой. Завод АвтоВАЗа сейчас простаивает, а Renault ищет, кому продать свой контрольный пакет акций. Китайцы готовы забрать его за бесплатно, ведь у АвтоВАЗа огромные долги. Но перед тем, как рассказать все подробности про импортозамещение по-русски, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Содержание АвтоВАЗа обходится очень дорого, особенно простое из заводов. В прошлом году только на заработную плату работникам АвтоВАЗа было выплачено 393 миллиона евро. И как сообщается в СМИ, компания имеет большие долги в размере 597 миллионов евро, что также необходимо учитывать новому владельцу. Хотя долги, скорее всего, простят, как это было уже не единожды с АвтоВАЗом. Каких только хитростей не придумывают, чтобы списать многомиллиардные вливания из госбюджета. АвтоВАЗ – это город в городе, смерть которого убьет все усилия государства в автомобилестроении, не говоря уже о самом существовании города Тольятти. Власти будут вливать деньги, содержать, поднимать с колен, передавать его китайцам. Все ради сохранения рабочих мест. И где же инженеры и самое передовое образование, о котором нам все время говорили? Где дизайнеры с неограниченными фантазиями? Очень жаль, что нет свободы и все забюрократизировано. А наш народ смог бы. Светлых голов много, но им не дают развиваться, скажете вы. А я отвечу, согласен, но чтобы собрать автомобиль, необходимо немало комплектующих. Это электроника, коробки переключения передач, двигатели и прочее. Электронику Россия не производит. Спасибо управляющим нашей страной. Наши все просрали и везли из-за бугра. А теперь из-за бугра ничего не везут, а наших заводов нет. Проблема не в инженерах и дизайнерах, проблема гораздо серьезнее. ВАЗу ничего не остается, как продаться еще какой-либо стране, потому что все понимают, что производство своих комплектующих создать не удастся, и даже за 5 лет. Сейчас продадутся Китаю и все, вопрос решен, и развивать свою промышленность так и не начнут, пока китайцы нам санкции не объявят и не свалят с рынка. Только сейчас мы свалились на уровень развития в минус 15 лет. А если мы поработаем с Китаем и он также уйдет из страны, мы уже будем на уровне отставания минус 50 лет. Никакого импортозамещения не будет. Будет заменен один импорт на другой. У нас в стране была антипроизводственная политика. И если это не изменится, то никто нам не поможет. И, к сожалению, о новых проектах, заводах нигде ничего не слышно. Слышно только, как мы уповаем на друга Китай, который нам совсем не друг. И да, долой дилеров. Продажи автомобилей должны быть напрямую с завода через интернет, без допов и по адекватным ценам. Мало того, что французская автомобильная корпорация Renault рассматривает возможность передачи прав собственности на предприятие АвтоВАЗ другому инвестору, так они еще объявили о прекращении работы в России. Конечно, они в заявлении добавили приставку «временно», так как никто не хочет полностью обрезать все концы. Заводы уже стоят, причем все, и АвтоВАЗ в том числе. АвтоВАЗ перенес плановый корпоративный отпуск, который планировался летом, на период с 4 по 24 апреля. Это связано с недопоставками электронных компонентов и с целью недопущения сокращения заработка сотрудников. Но и обещанная мною шутка юмора. На Женевском автосалоне конструкторы АвтоВАЗа представляли новый концепт-кар. Ходили вот так по салону и все представляли и представляли. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Что будет с АвтоВАЗом? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное, здоровья вам и вашим близким.